So I had the woman sit like this, and I did an interview with her in front of the class. Ну вот, мы сидели точно так же перед группой с этой женщиной, я с ней разговаривала. Okay. And she had pain throughout her body in all the joints. И у этой женщины болели абсолютно все суставы в теле. And she was scheduled for knee surgery. Ей была назначена операция на колени. They were going to replace both knees. Ей собирались заменить оба коленных сустава. Because they said there was no cartilage left in the knees. Потому что сказали, что нет хрящи стерлись. So you can see she was in a lot of pain. Понятное дело, ей было очень больно. She was only maybe in her 50s. She wasn't very old. Женщина была, в общем, не старая, ей там лет 50 с небольшим было всего лишь. Beautiful woman. Красивая женщина. But they had her scheduled to do one knee at a time. Значит, назначили операцию one knee at a time. One knee, and then they do the next knee. Значит, за один раз, за одну операцию должны были менять один коленный сустав. They have that surgery here, don't they? У нас ведь тоже подобную операцию проводят. You know, we say no surgery, no invasion of the body. It's not necessary. Они всегда говорят, никаких вмешательств в тело, никаких хирургических операций. But before she had the knee surgery, they were going to do another operation. Но перед тем, как поменять ей коленный сустав, заменить коленный сустав, ей собирались сделать еще одну операцию. 2 years before, she had fallen down some stairs. За 2 года до нашей встречи она упала с какой-то лестницы. And broke her leg. И сломала ногу. So they had put metal in the leg. И чтобы кость там правильно как-то срослась, ей вставили металлические штырьки. So the doctors wanted to take the metal out of that leg. Поэтому первая операция была нацелена на то, чтобы вытащить удалить металлические эти спицы из ноги сломанной. First, before they did the knee replacement. Да, прежде чем они приступят к замене коленных суставов. So here she's scheduled for several surgeries. Поэтому фактически женщине предстояло несколько хирургических операций. And when they were getting her ready for the surgery, they said she had a heart murmur. И когда ее готовили, уже обследовали перед операцией, обнаружили шумы в сердце. Well, heart murmur is not that bad. Шумы в сердце, они не так страшны. But there was a record anyway of the physical condition. В любом случае об этом сделали запись в карте. So they wanted me to do the session with her so she would not have to have the surgery. Поэтому меня попросили провести демонстрационный сеанс именно с этой женщиной, чтобы избавить ее от предстоявших операций. And there was a doctor taking my class that day. И там в той группе, значит, был врач профессиональный. And he said, "You know that's impossible." И он мне говорит, ты же знаешь, что это невозможно. I know it's impossible, but I've seen them do it. Я знаю, что это невозможно, но я видела, как они это делают. I know they'll do it. И я знаю, что они точно это сделают. Because I've seen them do these things. Потому что я видела, как они это делают много раз. So I asked her about her life. Поэтому я стала задавать этой женщине вопросы по поводу того, как она живет. She had had a horrible childhood. Детство оказалось совершенно ужасным. Her father had remarried. Папа у нее повторно женился, когда она была маленькая. And the stepmother was extremely cruel to her. И ей попалась ужасно жестокая мачеха. It's the case of the fairy tales, the evil stepmother. В общем, буквально Золушка. Cinderella and all of that. Okay. All right. She was a child. Итак, она была маленькой. And the stepmother would beat her every day.
И мачеха била ее каждый день. It was terrible, and the father wouldn't do anything to stop it. Это было ужасно, а папа ничего не делал, чтобы это все прекратить. So her whole childhood was very, very terrible. И все у нее детство прошло вот в этих побоях. Ужасно все было. So as always happens in these cases, И как всегда случается в таких ситуациях, she got out of there as soon as she could. как только появилась возможность, она сбежала оттуда. About 17 or 18, she left home. Лет в 17-18 она убежала из дома. She got married immediately, Она сразу же вышла замуж. and her husband was no better. Муж оказался еще хлеще, чем мачеха. As bad as the other situation. Да, из огня-то в полы не попала. He beat her too. Он ее тоже бил. This is what I found. If you haven't worked out the lesson, И здесь я хочу сказать, что если вы не отработали урок, you will be put in the same situation again. вы опять попадете в подобную ситуацию. Different characters, Там будут другие обстоятельства, другие нюансы, but the same situation because you haven't got it yet. You haven't figured it out. но урок будет повторен, поскольку вы не постигли его в первый раз. So here she was in a bad marriage. Итак, она попала в ужасный брак. She had 2 children by that marriage. Она, значит, в браке у нее родилось 2 детей. Then finally she got divorced. В конце концов, она развелась с этим мужчиной. And now she was married to a very good man. И когда мы с ней беседовали, она была замужем второй раз за очень хорошим человеком. So you can see that karma has been worked out. То есть, видите, карма была отработана полностью. Now she had a happy marriage. Второй брак у нее оказался очень счастливым. And her children are grown. Дети выросли, But she's in terrible pain. но боли, которые она испытывала, были совершенно ужасны. So that's the situation when we're going to do the session. Вот примерно вкратце ситуация, с которой нам предстояло работать на сеансе. Well, she got up and stood by the side of it was a massage table. She stood by the side of the massage table. Во время сеанса Лони лежала на массажном столе. And as soon as she stood up, she said, "Oh my gosh, I don't hurt." Вот первое, что она сказала, когда она слезла с этого массажного стола, она говорит: «Боже, мне не больно». And she started doing this. Она начала вот так вот делать. Look at me, look at me, look at me, look what I can do. Посмотрите, Look what как I я can теперь do. умею. Посмотрите I на don't меня. hurt, I Мне не don't больно, hurt. мне не больно. And she was laughing and Она laughing. смеялась. And and the room was so excited. Конечно, это и все, кто это наблюдал, они все были в восторге. The woman whose house it was sitting next to me. И вот эта женщина, которая предоставила нам свой дом для семинара, она сидела рядом со мной. And she said, "We have just witnessed a miracle." Она мне говорит: мы только что видели чудо. She said, "Don't you know you have just performed a miracle?" Она мне говорит: разве ты не понимаешь, что ты только что чудо сотворила? I didn't do anything. Я еще раз говорю, что я ничего не сделала. They did. Это все они. So we broke for lunch. Ну, мы прервались там на обед, сделали перерыв. I don't need to move this around. And after lunch, that's okay, we leave it like that for right Оставим now. пока так. After lunch, she came back with Michael, her husband. После обеда, значит, после перерыва она вернулась уже в группу с мужем, с Майклом. Because we were going to finish the class. Потому что надо было заканчивать занятия. She's sitting on a couch next to Michael Она сидела на диванчике рядом с Майклом. with her legs folded up underneath her. Ну и она как подвернула ноги под себя, да? She said, "Look, Michael, look what I can do." Она говорит: Майкл, смотри, как я могу. I haven't done that in years. Я уже годы не могла так сесть. And it doesn't hurt. И мне не больно.
So I always wonder what happens to these people. Sometimes I hear and sometimes I don't. Мне всегда интересно узнать, что дальше происходит с моими клиентами. А иногда они пишут дальше, сообщают о себе там какие-то вещи, иногда нет. She said later she had tried to email me, but it didn't go through. Ну вот Лони мне потом сообщила, что она пыталась написать мне письмо по электронной почте. So 6 months later, I had to go back to Chicago again. 6 месяцев спустя мне еще раз довелось ехать в Чикаго. And the whole trip, everything was not working well. И вся поездка, она как кувырком шла. I kept thinking, why am I here? Я думаю, Господи, что я туда еду? The next week, I had to leave for Australia. Потому что через неделю мне надо было уезжать в Австралию. I need to be home getting ready for that trip. Надо было бы дома побыть, подготовиться к поездке в Австралию. So I said, why am I here in Chicago? Я все удивлялась, думаю, как меня в это Чикаго занесло. So the last night I was there, И последний вечер моего визита в Чикаго I had to speak at a center. мне надо было выступать там в центре в каком-то. And when we're getting ready for the talk, Вот я готовилась к выступлению. Lonnie walks in. И входит Лони. She was coming for the talk. Она приехала на мою лекцию. I saw her and I said, well, Lonnie, you look so good. Я ее увидела, узнала, говорю, Лони, ты так хорошо выглядишь. Because first it's like, do you remember me? Потому что она меня стала спрашивать, ты меня помнишь? And she said, of course you know I didn't have any surgery. Она говорит, конечно, ты знаешь, что операция мне не нужна была уже. And that's what she said. She tried to email me, but it Она как couldn't раз go through. пыталась мне написать по электронной почте о том, что отменили операции. So I said, tell me what happened. Ну, и я ее попросила рассказать, что дальше с ней происходило. She did have the operation to take the metal out. Ей сделали операцию, вынули вот эти металлические спицы из ноги. And before the surgery, they did the sonograms with the heart. До, значит, этой операции они провели еще раз исследование сердца, сонограмму сделали. The heart was perfect, no murmur, nothing wrong with it at all. Сердце работало превосходно, никаких шумов, ничего там не обнаружили. And they did the surgery, and she healed up so fast they couldn't believe it. Операцию сделали, вынули эти металлические спицы, поправилась она, очень быстро после этого. Врачи с трудом в это верили. No pain pills, no pain at all. Никакой боли вообще не было, никаких таблеток не понадобилось. Then it was time to go back to the orthopedic surgeon. Потом пришло время, значит, навестить хирурга-ортопеда. And he does some more x-rays. Он опять назначил рентген. And she's sitting there watching him. Она говорит, я сидела и смотрела на него. He has the x-rays up there. Наблюдала за ним, а он смотрел мой снимок. And he's looking from one to the other. Он And смотрел на старый снимок и на новый. Frowning. Хмурился. And he'd look at her and he'd look back at me. Потом на нее смотрел, потом обратно на снимки. Finally he turned around and he said, what did you do? Он повернулся в конце концов к ней и говорит, что ты сделала? She said, you wouldn't believe me if I told you. Она говорит, ты мне все равно не поверишь, если я тебе расскажу. So it was done. Вот так вот окончилась эта история.